Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. На этот раз это мой последний бычок в этом году. Мы уже их с вами навязали достаточно. В моем плейлисте, который называется «Бычки и коровки», собраны все мастер-классы по вязанию символов 2021 года. Можете заглянуть туда и выбрать то, что вам понравится. Это бычок-магнит на холодильник. Но можно из него сделать игрушку на новогоднюю елку, присоединив ленточку между рогами. В качестве брелка он, конечно, будет великоват. Тогда нужно будет для вязания использовать более тонкую пряжу и крючок поменьше. Размеры моих бычков. Рост с рогами и ногами примерно 13-14 см, а длина вот по этой линии 7-8 см. Темный бычок у меня получился чуть-чуть побольше. Такие бычки вяжутся очень просто и быстро. Любой новичок без проблем справится с легкостью. За вечер можно парочку связать спокойно. Поэтому такие сувениры на Новый год своим друзьям и знакомым – идеальный подарок, сделанный своими руками за минимальное количество времени. Нос, голова, шея и тело связаны одной деталью. В рога вставлен каркас из провода, глазки, полубусины и магнит приклеены. Ноздри, крестики вышиты мулине черного цвета. Мастер-класс будет состоять из двух частей. Сегодня, в первой части, я сначала, как всегда, расскажу про материалы, необходимые для изготовления бычка. А затем мы свяжем нос, голову, шею и тело одной деталью. Кстати, будем вязать светлого бычка. Во второй части мастер-класса мы свяжем ушки, ножки и рога, а также сделаем сборку игрушки. Присоединим рога, пришьем ушки и ножки, сделаем хвост, оформим мордочку и приклеим магнит на обратную сторону. Если вам понравились мои магниты-быки, давайте вязать вместе. А чтобы я могла увидеть ваши работы, выкладывайте фотографии магнитиков в социальных сетях. У меня есть страницы в Инстаграм и ВКонтакте. Ссылки на них я оставлю под видео. И не забывайте писать в комментариях ваши впечатления о таких магнитиках-быках. Мне очень интересно ваше мнение. Итак, начинаем! Для работы нам понадобится пряжа двух цветов, розовая и светло-коричневая. Это Yarn Art Jeans, состав 55% хлопок, 45% полиакрил, метраж 50 грамм на 160 метров. Вы можете использовать другую пряжу любых цветов, нужно только подобрать под нее крючок. Я же буду вязать крючком 2 мм. В рога нужно будет вставить каркас из провода или толстой проволоки. Кто вяжет со мной, уже заметил, что я предпочитаю для своих игрушек использовать провод установочный, одножильный, с ПВХ покрытием разного диаметра. Такой провод продается в хозяйственных магазинах. Для рогов нам понадобится примерно 12 см провода диаметром 2,5 мм. Для глаз я буду использовать полубусины черного цвета, диаметр их 6 мм. Чтобы их приклеить к игрушке, потребуется клей Момент Кристалл. Им же мы будем приклеивать магнит на обратную сторону игрушки. Магнитик у меня вот такой черный, диаметр его 20 мм. Еще нам нужны будут игла с широким ушком, набор английских булавок, ножницы, палочка для набивания наполнителем и синтепух. Итак, приступим. У всех у нас разная плотность вязания, да и пряжу вы можете использовать совсем другую, поэтому прибавки и убавки могут у вас располагаться в других местах. Чтобы вы видели, где их надо делать, я буду подробно показывать провязывание каждого ряда. Начинаем мы с носа, поэтому берем сначала пряжу розового цвета и набираем 11 воздушных петелек, предварительно оставив хвостик длиной примерно 15-20 сантиметров. Он нам пригодится в процессе сборки игрушки. Итак, набираем 11 воздушных петелек.
Получилась цепочка. Дальше вяжем первый ряд и, начиная со второй воздушной петли от крючка, провязываем сначала 9 столбиков без накида. Затем в последнюю 11-ю воздушную петлю вяжем сразу 3 столбика без накида. Переходим на другую сторону цепочки и вяжем 8 столбиков без накида. Ну и во вторую воздушную петлю провязываем сразу 2 столбика без накида или делаем прибавку. Закончили первый ряд. В нем у нас должно было получиться 22 столбика без накида. Далее прокладываем нить контрастного цвета. И вяжем 2 ряда по 22 столбика без накида в каждом. Вот мы закончили третий ряд. Давайте, чтобы не забыть, сразу выведем хвостик наружу. В четвертом ряду будем делать убавки строго по бокам. Сначала провязываем 10 столбиков без накида. Теперь делаем убавку. Я предпочитаю невидимые убавки. Для этого ввожу крючок за переднюю стенку первой петли, затем ввожу крючок за переднюю стенку следующей петли, провязываю их, а теперь провязываю 2 петли с крючка. Получилась невидимая убавка. Далее вяжем 8 столбиков без накида. И делаем еще одну убавку. Все, закончили четвертый ряд. В пятом ряду провязываем 20 столбиков без накида без изменений. В шестом ряду будем делать по одной убавке по бокам. Сначала делаем первую убавку, затем провязываем 7 столбиков без накида, теперь делаем вторую убавку, и вяжем 9 столбиков без накида. Последний столбик без накида в этом ряду провязываем не до конца, для того, чтобы сменить цвет пряжи. Берем пряжу светло-коричневого цвета и ею довязываем этот столбик. А пряжу розового цвета обрезаем, она нам больше не пригодится. Далее натягиваем оба хвостика и вяжем 4 ряда по 18 столбиков без накида в каждом, при этом ввязываем эти хвостики.
В 11 ряду опять делаем по одной убавке по бокам. Итак, делаем первую убавку. Затем провязываем 7 столбиков без накида. Теперь делаем вторую убавку. И вяжем 7 столбиков без накида. Далее вяжем 2 ряда по 16 столбиков без накида в каждом. Дальше будем делать уже прибавки, тоже строго по бокам. Итак, делаем первую прибавку. Прибавка – это 2 столбика без накида, провязанные в одну петлю предыдущего ряда. Делается это так. Сначала провязываем первый столбик без накида, затем в это же основание вяжем второй. Получилась прибавка. Теперь вяжем 7 столбиков без накида. Далее делаем 2 прибавки подряд. И 6 столбиков без накида. В 15 ряду сначала провязываем 1 столбик без накида, чтобы выйти строго в бок. Затем делаем одну прибавку. Теперь вяжем 8 столбиков без накида. Делаем 2 прибавки подряд. И 7 столбиков без накида. Мы видим, что у нас контрастная нить смещается вправо, поэтому в следующем ряду, в 16, для того, чтобы выйти в бок, нам необходимо сначала провязать 2 столбика без накида. Только теперь делаем прибавку. Затем вяжем 9 столбиков без накида. Делаем 2 прибавки подряд. И вяжем 8 столбиков без накида. В 17 ряд вяжем 14 столбиков без накида. Затем делаем 2 прибавки подряд. И 9 столбиков без накида. В 18 ряд вяжем 16 столбиков без накида. Делаем 2 прибавки подряд. И 9 столбиков без накида. В 19 ряд 17 столбиков без накида. Две прибавки подряд.
и 10 столбиков без накида. Двадцатый ряд 18 столбиков без накида. Две прибавки подряд. А затем 11 столбиков без накида. В предыдущих рядах мы делали по 2 прибавки только с одной стороны. Далее вяжем 3 ряда по 33 столбика без накида в каждом. Двадцать четвертый ряд. Сначала вяжем 19 столбиков без накида. Теперь делаем 3 прибавки подряд. И 11 столбиков без накида. В 25 ряду будем делать с одной стороны убавку, а с другой 3 прибавки. Итак, сначала вяжем 3 столбика без накида. Теперь делаем одну убавку. Дальше вяжем 15 столбиков без накида. Теперь 3 прибавки подряд. И 13 столбиков без накида. Двадцать шестой ряд. Сначала провязываем 21 столбик без накида. Теперь делаем 3 прибавки подряд. А затем 14 столбиков без накида. Двадцать седьмой ряд. Сначала вяжем 3 столбика без накида. Теперь делаем убавку. Затем вяжем 18 столбиков без накида. Далее 2 прибавки подряд. И 16 столбиков без накида. Двадцать восьмой ряд. 24 столбика без накида.
2 прибавки подряд. И 16 столбиков без накида. Двадцать 29 ряд. Сначала вяжем 3 столбика без накида. Теперь делаем убавку. Затем вяжем 20 столбиков без накида. Далее 2 прибавки подряд. И 17 столбиков без накида. В следующем ряду вяжем 45 столбиков без накида без изменений. Тридцать 31 ряд. 2 столбика без накида. 1 убавка. Затем 21 столбик без накида. Теперь 2 убавки подряд. И 16 столбиков без накида. Тридцать 32 ряд. 2 столбика без накида, 1 убавка, 19 столбиков без накида, две убавки подряд. И 15 столбиков без накида. Тридцать 33 ряд. Сначала вяжем 1 столбик без накида, затем делаем убавку. Теперь 18 столбиков без накида. Опять провязываем 2 убавки подряд. И 14 столбиков без накида. Тридцать 34 ряд. Сначала 18 столбиков без накида. Затем 2 убавки подряд. И 14 столбиков без накида. Далее вяжем 35 ряд. Он у нас будет незаконченный, неполный.
В нем мы провязываем всего 2 столбика без накида, чтобы выйти ровно в бок. Вот как должно получиться. Теперь приостановимся, чтобы набить наполнителем. Наверное, вы уже поняли, что это у нас голова, а это тело. И мы будем вот так сгибать деталь в районе шеи. Можно это делать с одной стороны, можно с другой. От этого будет зависеть, куда будет смотреть попка бычка, вправо или влево, как вам больше нравится. Итак, набиваем наполнителем только нос, это розовая часть, и тело, а район шеи не трогаем. Причем набиваем не очень плотно, но равномерно по центру и краям. Я набила деталь. Вот так теперь выглядит наша будущая игрушка. Посмотрите, шея, голова и верхняя часть тела полые, а остальное немного набито наполнителем. Это нос и часть тела. Ну и далее вяжем последний, 36-й ряд. Складываем деталь пополам и провязываем 17 столбиков без накида за оба края сквозь петли последнего ряда. Для этого вводим крючок в первую петлю последнего ряда, а выводим его из последней. Провязываем первый столбик без накида этого ряда. Далее, совместив все петли вместе, вяжем еще 16 столбиков без накида. Теперь обрезаем ниточку, оставляя небольшой хвостик, и закрепляем его, набрав воздушную петельку и пропустив сквозь него ниточку. Все. Далее прячем хвостик внутрь детали. Делаем это с помощью иглы. Ну и осталось нам только вынуть нить контрастного цвета. Это мы уже делаем с помощью крючка. Аккуратненько цепляемся за контрастную нить и вытягиваем ее. Обратите внимание, какой ровный последний ряд у нас с вами получился. Мы закрыли таким образом деталь. Ну вот, голова и тело готовы. Теперь наша будущая игрушка выглядит вот так. На сегодня это все. Ну а в следующий раз мы свяжем уши, рога и ноги, а также сделаем сборку. Обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть мастер-класса. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!